Итак, всем доброй ночи. Ближе к полуночи. И самое время для определенных работ. Как я и обещала, если я открыла дверь жестокости, то эта дверь больше не закрывается. До того момента, пока тот, кто мне сделал зло, по полной программе за это не ответит. Итак, наслать одержимость на врагов, наслать безумие, рассорить, провести рассорку. Великое множество работ, которые я подарила практикам для того, чтобы отомстить за себя. Но и не только практикам, но не практикам подобной работы проводить, естественно, опасно и нельзя никак. Сегодня я насылаю на врагов одержимость. Мне для этого ритуала понадобились статуи и черная икона, статуя Бафомета как посланника тьмы. Хотя для практиков я оставляю им свободу выбора. Они могут использовать в этом ритуале ту атрибутику касаемо статуй, чуров, которые они считают нужным, которые для них сильные и рабочие. Черные свечи для освещения, но кроме всего прочего еще восковые свечи. Горячительные – это водка, коньяк, одним словом, спиртное. Я показываю вам, чтобы вы стали участниками того, что я буду делать. Естественно, еще раз предупреждаю вас, что это все для практиков. Пуся, угомонись, иди туда. На первых порах хочу сказать следующее. Начиная с того момента, как я начала мстить за себя, а я говорила, что ваше время закончится именно в тот момент, когда я найду для вас время. А время найти в моем положении не так-то легко, поскольку я человек занятый. У меня огромное количество работ, книг и людей. И я сказала, вы будете радоваться жизни ровно до того момента, пока я за вас не возьмусь. Мою терпеливость всегда принимают почему-то за слабость, но потом уже бывает поздно. Еще раз повторюсь, те, которые во все горло орали, что я ничего с ними делать не могу, сейчас лежат в земле. Это истинная правда, и там не один, и не два. И те, кто их знает, те, кто их оплакивал, тоже это знают. Следующий момент. Наверное, его надо вообще туда закрыть, и все. Я смотрю, он не умнеет. Если еще раз я тебя услышу, я тебя выкину домой. Ты понял? Сидеть здесь. Мне сегодня скинули кое-какие фотографии. Люди же не дремлют, они злятся, их это, как по заказу. Их это выводит тот момент, что ни за что, ни про что на достойного, нормального человека пытаются лить дерьмо, мало того, поганить жизнь, мешать работать. И это больше раздражает людей и силы, которые за моей спиной. Даже больше, чем меня. Так вот, остальные участники вроде бы есть, уже поняли, кто есть кто, рыло показали. А вот эта вот мадам, он же Гоша, он же Георгий, он же Жора, я думаю, что в скором времени вообще это все будут выставляться, и ее бывшими друзьями, еще кем-то. Но скинули мне фотографию этой толстухи. Я говорила, что она из Средней Азии, что она не из Дагестана. Просто человек отвела от себя удар, поскольку сыкливая тварь и
Сегодня я вам некоторые отрывки голосовых выставила, вы это услышали, эту сыкливую тварь. Она не из Дагестана. И женщина, которую она попросила сняться, якобы, не знаю, что это за легкомысленная дура, согласилась. Но это совершенно не она. Значит, что я хочу тебе сказать, баба? Вот все, что я тебе сказала, было стопроцентное совпадение. А я тебе сказала, что ты работаешь где-то либо горничной, либо кем-то еще, слугой. Что вы живете в одной маленькой каморке, которую вам разрешили жить, или вы снимаете, и это истинная правда. Потому что люди, которые тебя знают, узнали твой голос. И сказали, что вы с мужем уехали на заработки в Москву. Из Средней Азии. Далее, мужик твой, который гулял от тебя, и ты там какую-то кореянку била куда-то, она куда-то уехала жить и так далее. И в этом смысле точно так же есть, как я сказала, поскольку я увидела просто твою жизнь, твою судьбу. А мое ясновидение, знаете ли, знают сотни тысяч людей и удивляются. И самое интересное, чего тебе ждать, ты тоже умрешь в 40 лет, жди. Так вот, толстуха, я тебе сказала, что ты за все ответишь. Ты уже отвечаешь, ты уже зарылась, закрылась, заткнулась, но это тебя не спасет. Так вот, фотографии твоей семейки, в частности, твоего седого, иссохшего мужика, твоего бородатого сына, твоей очкастой девки и прочее, прочее, это все есть. И фотографии твоей мамы, там девочка какая-то маленькая, сестренка твоя, и ты, свинья, там полкадра занимаешь. Как я и сказала, тебе под 60 где-то так. И никакая ты не патия, и не файная, не херня, и ни с какого ты не с Махачкалы. И я хочу тебе сказать, что ты играешь с огнем, потому что если ты позоришь общину Дагестана, и они узнают, что кто-то от их имени вот такое вытворяют, ты понимаешь, что они с тобой могут сделать горячие кавказские парни. Просто остерегайся играть с именем другого народа, понимаешь? Под чужой народ косить и делать дерьмо, позоря этот народ, это может очень плохо закончиться. И то, что я сказала, что это кишлак, кишлак-то и есть, собственно говоря. И насколько узнали твои эти по голосу знакомые люди, они и сказали, она занималась каким-то травничеством, ходила к каким-то бабкам, с одной дружила, потом начала тоже чем-то заниматься, ну, как обычно. Она подружилась, узнала там какие-то тайны, потом начала сама колдовать и прочее, прочее. И вот ты, кишлак, доигралась. Насчет твоих этих двух выродков, это потом будет дело. Оно уже есть, просто я не показываю сейчас. А сейчас будет иное на вашу голову. Вот вы уже пересрались, уже весь мир вас узнал, уже опустились, уже на весь мир не то что опозорились, как, ну, в общем, слава пришла незаметно. А в данный момент я на вас насылаю одержимость. И это очень опасная вещь. Конечно, сейчас уже вам не смешно. Тогда было очень смешно, первый раз, когда сделали порчу. А почему смешно? Потому что терпеливый человек, знаете, бойтесь гнева терпеливого, долго ждет, просто отмахивается, как от надоедливой мухи, поскольку уверен в себе и понимает, что слишком много внимания вы не стоите, считает, что вы заткнетесь скоро, облаете и заткнетесь. Но когда этого не случается, вы начинаете думать, что человек испугался. Очень зря вы так думаете. И вообще зря вы так подумали. Начинаю вас добивать. Я же вам сказала, не заставляйте меня открыть дверь жестокости. Я эту дверь потом не закрою никогда. Итак, начнем. Для начала травы. Бессмертник. Есть и сухой бессмертник, и сырой, сегодняшний собранный. Могильник. Лавр. Лавровый лист. Зверобой. И это все нужно зажечь. Горячительный напиток. Нужно читать по-разному. Наблюдайте за мной.
я имею в виду практикующих людей, и читается это возле огня или возле большого количества свечей. Поэтому я поставила и свечи, как должно быть, если у вас нет, естественно, такого атрушана, и вокруг жертвенного костра, потому что здесь обращение к пекловым вратам, пекловым силам, и оттуда вызов определенных сил. Я сейчас даже просто перечитывая для себя, у нас тут движение началось целое, а мы сейчас, находясь возле этого мистического леса, будем призывать, да, кое-какие силы. Итак, Яна, попрошу тебя подержать, пока я буду делать кое-какие манипуляции. Здесь может загореться. Чуть-чуть отойди на всякий... Как там Фаина Раневская? На всякий случай отойдите. Угу. Спасибо, что ты по заказу сегодня. Очень мне надо, реально. Это прям... Во-во-во. Можешь взять пока, сделать то, что ты хотела. Угу. Перед черной иконой не буду говорить, кто там. Перед силою тьмы я продолжаю свое возмездие. Я буду вас добивать. Я буду вас добивать. Я знаю, что вы меня боитесь. В ваших голосах, вот этих вот сыкливых, виден этот жуткий страх. А я вам говорила, отойдите, убирайтесь и дайте мне жить спокойно. У меня много дел, у меня нет времени на вас, твари. Я же говорила вам, скоты. Снимай просто огонь, Яна, пока. Начинаем. С 13 круга, с врат пекловых, через темные дебри Тартара призываю духов злых и кровожадных. Ау-ау, вурдалаки лесные, ау-ау, болотные духи, ау-ау, зловредные силы. Созываю вас, вызываю вас, сгоняю вас в помощь для себя. Из лесной глуши, из сырости мерзкой, из топьев гиблых, из тьмы непроглядной, души мертвые, духи злобные, поднимайтесь. С духами иными, с духами злыми, призванными мной соединяйтесь. Идите по миру, бродите по миру, врагов моих найдите. Их мозг иссушите, их кровь, крови напивайтесь, в их теле оставайтесь. Ау-ау, вурдалаки лесные, ау-ау, болотные духи, ау-ау, зловредная сила, созываю вас, вызываю вас, сгоняю вас в помощь для себя. Крушите их судьбы, окружите их мраком, чтобы сохли они суще травы на поляне, чтобы гасли они хуже золы в печи. Как мертвецам не встать, так врагам моим к жизни не вернуться. Как мертвые к гробам своим привязаны, так и враги мои к злым силам отныне привязаны. Отныне над вами моя воля. Сгубила вас этой ночью, поработила вас. И со злыми силами на алтарь ваши души положила. Да будет так. И так будет. Заклято. Продолжаем. Созываю вас на черный алтарь. Души врагов моих этой ночью положила, навеки сгубила. Иди на них наваждение.
Иди на них наказание. Ночь черная. Духи темные. Зло повсеместное. Собирайся воедино. Кто меня обидел, тот вас поправил. Да будет проклято их семя во веки веков. Да будет проклята их жизнь, их души, кричащие о пощаде. Но пощады не будет. Созываю вас ночью темной. Идите ко мне. Идите сюда. Собирайтесь воедино. На мой зов явитесь. Как я скажу, так и будет. Да будет проклято ваше племя. И жизнь ваша превратится в ад. Душа ваша будет вопить и просить о пощаде. А пощады не будет. Я еще принесу. Злые духи Тартара, вурдалаки лесные, из топьев болотных, из мерзкой грязи, из гнили, из крови иссохшей, из душ мертвецкой, с 13 врат пекловых. Призываю вас, созываю вас, собирайтесь воедино. Кто по мою душу пришел, тот сам погибнет. Погибель свою отныне найдет. Этой ночью я гублю вас, уничтожаю. И на алтарь черных духов положила ваши души. Пусть жрут и забирают и вас, и ваших детей, и тех, кто вам дорог. Будьте вы прокляты. Все ваше имущество на болезни. Да не взойдет солнце для вас и для вашего дома, и для ваших детей. Будьте вы прокляты. Кто пришел мою душу губить, тот сам погубился, погиб и превратился во прах. Силой темной заклинаю ваш дом, вашу жизнь и ваших детей проклинаю. Да будет так. Услышана моя мольба и просьба. Завыл особенно сильно. Из 13 круга, с врат пекловых, через темные дебри Тартара призываю я духов злых и кровожадных. Ау-ау, вурдалаки лесные. Ау-ау, болотные духи. Ау-ау, зловредная сила. Созываю вас, вызываю вас, сгоняю вас в помощь для себя. Из лесной глуши, из сырости мерзкой, из топьев гиблых, из тьмы непроглядной, души мертвые, духи злобные, поднимайтесь. С духами иными, с духами злыми, призванными мной соединяйтесь. Идите по миру, бродите по миру, врагов моих найдите, их мозг иссушите, их кровью вы напивайтесь, в их теле оставайтесь. Ау-ау, вурдалаки лесные. Ау-ау, болотные духи. Ау-ау, зловредная сила. Созываю вас, вызываю вас, сгоняю вас в помощь для себя.
Крушите их судьбы, окружите их мраком, чтобы сохли они, сущие травы на поляне, чтобы гасли они, хуже золы в печи. Как мертвецам не встать, так врагам моим к жизни не вернуться. Как мертвые к гробам своим привязаны, так и враги мои к злым силам отныне привязаны. Отныне над вами моя воля. Сгубила вас Этейну, поработила, и злым силам на алтарь ваши души положила. Да будет так, и так будет. Услышь мою мольбу. Сила темная, злобная сила. На алтарь отдаю души своих врагов. На беспощадный алтарь, на жертву вечную. Моя душа горит вместе в черном огне. В злобном аду на алтарь злых духов ваши души кладу. Не спастись вам, не отчитать вас ни первому человеку, ни последнему человеку. Кто за вас возьмется, ослепнет и сдохнет, и сохнет. Не отчитать вас и не спасти ни первому человеку, ни последнему человеку. Кто за вас возьмется и сохнет, и сдохнет, ослепнет. Да будет так. Не спасти ваши души ни бабе, ни мужику, ни старцу, ни чернику, ни монаху. Проклинаю вас через черный огонь. И души ваши, и детей ваших, и жизнь вашу. Пусть горит все, что у вас есть, как горит этот огонь. Заклинаю пламенем, стоящим каменем, черными силами, всеми порогами, всеми дорогами. Возьмите злые духи, их души, и киньте их в огонь. Все ваше имущество на болезни уйдет. От вас злая сила навек не сойдет. Да будут прокляты ваши дети и дети ваших детей, и внуки, и правнуки. Кто пришел за моей душою, сам со своей душою распрощается. Заклинаю, заклинаю через адовую силу и черный костер ваши души проклинаю. Навожу на ваших детей мракобесие, бедствие, безденежие, одиночество. Да настигнет вас зло и пустота. Будьте прокляты навеки. Нет у вас ни ума, ни разума. Отныне над вами моя воля будет. И злая сила о вас навек не забудет. И зло из вашей жизни не уйдет. И в доме вашем навеки поселится. Ибо заслужили вы это. Так и получайте. Горечь, боль, разорение узнаете. Да будет так. Из 13-го круга, с врат пекловых, через темные дебри Тартара, призываю духов злых и кровожадных. Ау-ау, вурдалаки лесные, ау-ау, болотные духи, ау-ау, зловредная сила. Созываю вас, вызываю вас, сгоняю вас в помощь для себя из лесной глуши, из сырости мерзкой, из топьев гиблых, из тьмы непроглядной.
Души мертвые, духи злобные, поднимайтесь. С духами иными, с духами злыми, призванными мной соединяйтесь. Идите по миру, бродите по миру. Врагов моих найдите, их мозг иссушите, их крови напивайтесь, в их теле оставайтесь. Ау, ау, вурдалаки лесные. Ау, ау, болотные духи. Ау, ау, зловредная сила. Созываю вас, вызываю вас, сгоняю вас в помощь для себя. Кружите, крушите их судьбы, окружите их мраком, чтобы сохли они, суще травы на поляне, чтобы гасли они хуже золы в печи. Как мертвецам не встать, так врагам моим к жизни не вернуться. Как мертвые к гробам своим привязаны, так и враги мои к злым силам отныне привязаны. А отныне над вами моя воля. Сгубила вас этой ночью, поработила, и злым силам на алтарь ваши души положила. Да будет так, и так будет. Еще раз. Ау, ау, вурдалаки лесные. Ау, ау, болотные злые. Идите сюда, на мой зов отзовитесь. Идите туда, куда вас посылаю. И исполняйте то, что я желаю. Да будет так. Луна на север, солнце на восток. А мои слова исполнятся в срок. Кого позвала, тот на зов и придет. Что попросила, то произойдет. Будьте вы прокляты на вечные веки. Грязные, низкие люди, человеки. Заклинаю я, и вас до 7-го колена проклинаю я. Да будет так. А если я скажу, что многие из этих слов, которые я сейчас произнесла, просто импровизация. Ну, это так грубо звучит. А точнее пришло на ум. Потому что перед тем, как начать, Яна сфотографировала весь ритуал, чтобы потом записывать. Правда ведь? Угу. А вот через меня говорит именно та сила, которая за вами придет, если уже не пришла. Твари лесные. Если честно, я сама не помню многие слова, которые сказала. Ничего, я запишу. Сейчас просто снимай, Ян, я кое-что шепотом скажу. Угу. Кстати, фото одной твари из Испании тоже надо будет завтра мне сделать. Ее фото-то у меня есть. Вон одна же исчезла в подполье. На этом все.